Всем привет, вы на канале Twin Time, и мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Мы только-только закончили сон. И шо? Собственно. А, тетушка Этель, которой мы сходим позже. Дальше тут. Пошли, я продам, наверное, все, что мне не нужно. Мы, в принципе, можем тогда пойти... в лагерь гоблинов. Тогда мы можем пойти. Какой уровень у нас? Четвертый. Четвертый только? Прикол. Я вот не помню, мы с Карлах подходили к этому. Вроде да. К этому, боже, как Дамон. Я забываю его имя постоянно. Дамон его зовут. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, я говорила Ролану, чтобы они уходили или нет? А, чтобы они не уходили, раз они идут. Окей, окей, прошу. Ну, молодец, да. Так. Мне тут попался еще один кусочек адского железа. Сделаешь еще улучшение? Попридержи пока у себя. Я еще не придумал, как сделать новую конструкцию. Придется поломать голову, чтобы найти что-то подходящее, если это вообще возможно сделать. По-моему, мы это уже читали. Ладно, давайте я продам все ненужное. Едва ли мне это надо. Яд обычный тоже. Свитки белые тоже мне не надо. Может быть, я могу кому-то что-то купить, типа какие-то сапожки? Сапожек у него нет, окей. Броня для Лаэзель. Она вроде может носить тяжелую броню, да, Лаэзель? Или нет? Да, может. Может ей купить тяжелую броню? Я вроде как не хотела покупать, потому что ей очень идет эта броня ее. Ну, в принципе... Ну, в принципе, можно купить ей тогда эту броню, уже пофиг, пусть будет. Так, стоп. Стоп. Лаэзель, ты можешь носить тяжелую броню или нет? Лаэзель. Броня. Лаэзель умеет носить... Да, она может носить тяжелую. Может быть, тогда все-таки... Да, давай купим ей. Давай купим ей эту тяжелую броню. Только какую? Почему она мне начинает вдруг писать, что нет умения, мол, на тяжелую броню? А, ну только что меня посчитала как... Окей. Да, оно меня считает. Почему оно вот здесь Лаэзель считает, а вот здесь меня? А, уже Лаэзель, ладно, окей. Ладно, хорошо, ладно. Вот, опять, мантия отравителя. Это моя мантия. И оно считает, типа, нет у меня средняя броня. А вот тут Лаэзель. Латы. Ладно. Пофиг.
О, 17 класс. Ну вот это вот нам надо. Подожди, еще раз. 17, да, это я беру. 400 стоит. Обменяю. Это я отправлю в лагерь. Будешь ходить в этой броне. По-моему, это паладинская броня. Давай покрасим, может, ее. Розовая лиственная, океанскую. Давай в океанскую. Неплохо, она в одном цвете с Карлах теперь. Still breathing, despite everything. Я бы, конечно, что-то еще Астариану на второе оружие дала понормальнее, чем кинжал 1-4 урона, но... Шо маємо, те маємо. Кстати, я абсолютно в этом же месте вспомнила про то, что я хотела использовать книгу. Прочесть. Заглядывая в аметист, это мы читали. Окей, открываю. Остальные не кинут неодобрение, потому что я обошла. Отошла, в смысле. Ты чувствуешь притяжение книги, которому невозможно сопротивляться. Открыв ее, ты ощущаешь в себе перемены. Тебя вдруг переполняет ощущение, что тебе подвластно все. Свернуть горы, затмить светило, говорить с мертвыми. Символы медленно движутся у тебя перед глазами. В твой разум проникают неведомые мысли. Твои губы шевелятся и произносят слова на незнакомом языке. И нечто пытается ответить. Опс. Чуть-чуть не получилось. Well, quite the page turner. I'll get back to it when I have more time to focus. Увлекательная, говорит книга. Потом вернется к ней. Окей. Потом вернись тогда. А у меня есть колокольчик. Не колокольчик, а боевой рог. Да, есть. Хорошо. Это отлично. Это супер хорошо. А, я знаю, что я хотела сделать. Мы сейчас пойдем в лагерь гоблинов, короче. Сейчас будет весело. Прям очень весело. Сохраняемся. Там гоблины. Барабан. С помощью такого можно созвать бойцов со всей округи. Боевой барабан. А ну-ка, давайте как-нибудь немножечко отойдем. Ага, говорит, сюда нельзя. Да прям. Ладно, если мне что надо будет, я этот барабан растращу и все. Глядится, ужин пришел. Если только у тебя нет другой причины тут торчать. Дерьмо кусок. Символ светится все ярче, и ты чувствуешь, как в тебе разливается сила. Власть. И летит. Природа +1, запугивание. Хорошее прям. И летит мудрость. В принципе, почему бы не использовать? Да? С дороги. Да, давай мне критическую неудачу. Нет? А чё? Лежать, цапь, плохая девочка. Ну ты ему дила, конечно. Я уже говорила, что она не любит гоблинов. Перед твоим взором проплывает тень, незнакомый голос велит тебе успокоиться. Тебя любят.
Тихо, парни, у нас тут верная. True Soul, да, это я. Я ищу друида по имени Хальсин. Где он? Никакого Хальсина не знаю, вашество. Мне сказали, вы схватили его, когда он пытался проникнуть к вам в лагерь. А, так это один из тех воров. Если не сдох еще, значит в яме сидит с остальными. Ну, влип, бедняга. Давайте глянем, нельзя ли его оттуда вытащить. Скажи, что происходит внутри. Парни празднуют налет на приют Вохин. Целого герцога сцапали, между прочим, из самого города. Вы не беспокойтесь, вашество, вам всю лучшую добычу отдадут. Старшой наш, он в храме сейчас. Миндара тоже. Кишка жрица наша вам покажет, сколько у нас новобранцев. Эх, знаю я другой вариант развития событий с этим. Чуть-чуть повеселее. Ну ладно, пусть будет как есть. Может быть, в следующий раз покажу вам его. В следующий раз если вдруг я еще не говорила, уже после этого прохождения планирую на стримах записывать на Твиче с Дашей прохождение кооперативное. Но сюда я тоже, конечно, залью на YouTube. Уже они поймали себе барда. Вола! Привет. Торкашград. Я слышу, у тебя монетки-то в карманах бренчат. Потратить хочешь? У тебя тут целый склад. Откуда столько всего? Дик с мертвяков насобирал, откуда ж еще? Мило. Средняя броня. О, это надо, это Карлах. Это Карлах по-любому. Вот это Карлах и максимальная дальность прыжка. Сколько это будет стоить? У меня что, максимальную дальность прыжка куплю? Что продам? Это говорю, продам. Что еще? Еще какие-то ботиночки есть, да? Для гитьянки как раз и для Карлах. Исцеляет. Умение обращаться с длинным и коротким луком. Ну, это уже... А, нет, стой, это не то, это не то. Вот это я куплю. Нифига, ты запросил 800, да пофиг. В принципе, ладно, пофиг. Карлуша, это тебе. И вот это тебе. Это я продам. Хотя, а с другой стороны, нафига ей исцелять кого? Это тогда я себе возьму, а у нее пусть будет прыжок подальше. Вот это я себе возьму. Я могу исцелять или я не могу исцелять? Пофиг, пусть будет. Это не важно. Не имеет значения вообще. Что тут у тебя? Светло-синяя краска. Зеленая, оранжевая, пурпурная. Давай 4. 3 пурпурных краски, дай. Прекрасно. Просто прекрасно. Что? Все нормально? Все хорошо. Я надеюсь, не сильно потемнеет в ближайшее время. Хотя, наверное, потемнеет, и мне придется вставать, включать свет. Пурпурная краска. Хочу Карлах покрасить. О, хорошо. Хорошо. Ну, пока, в принципе, хорошо. With fragulous crown and with scepter abraid, draw Rexlin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfhenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had let you collide. Тряска и флена, что это за язык вообще?
Всеобщие брикоты вареные. Совершенно верно. Теперь попрошу откланяться. Вола, ты в порядке? Ты его сломала. Давай, голубок, назад в клетку. Ты все теперь на своих рук дело. Да я нифига тебе не сделала. Он же сам сюда решил прийти, если вы забыли. Я тебя не госпожа, я гриба дубина. А, конечно. Прошу прощения за свою ошибку. О май гад. Блин, я ж этих двоих сюда послала. Ну что, на вид ты вроде не сопля, с мозгами, с ловкостью как. Давай ближе к делу, или только языком болтать гораздо. Не пузырись, подружка, а может, в твоем любимом деле поспешности нужна, но тут у нас другое. Тут у нас курагонство. Во-первых, скажем прямо, это не курица, это медвесыч. Слушай, перья есть, клюв есть. И вообще он нам типа как должен. Это ж он сожрал нашего последнего куренка. Так что играть ему придется. Правила ты будешь слушать или где? Что такое курагонство? Самая великая игра, дружок. С тех пор, как у яйца прошли лапы. Тебе от всего и надо, что загнать курицу между столбов, но это еще не все. Это надо сделать быстро и в одиночку. Если кто-то из твоих дружков вмешается, игре конец. Когда время выйдет, игре конец. Думаешь, легко? Не думай. Эта пташка и не таких игроков плевала. Да, это вроде не сложно. Какие мы надутые. Как насчет того, чтобы слова баблишком подкрепить? Нифига себе. Давай ставку. We got the coin. We got the challenger. Now we just need the crowd, eh? Я не уверена, что сейчас... Какой аромат. Какой аромат? Это из-за того, что он так лучше? Мне больно. Бежать куда? Блин. А вот это хороший вопрос. Я просто... Я пока что не буду. Я пока что этого делать не буду, но я, может быть, сделаю это позже, потому что варианта ответа, который мне нужен, вроде как не было. Или что, или я что-то путаю. В любом случае, я хочу вернуться... Куда? Сюда. Отмени, пожалуйста. Что происходит? Что происходит? Что это было вообще? Ладно. Я клацала, если что, на отменить и на создать, не работало. Может быть, включить свет? Я хочу сходить в одно место просто до того, как пойду к гоблинам. All's well that ends. Not as bad as it could have.
Просто, к слову говоря, я хочу попытаться... Я передумала говорить, если что, не обращайте внимания, я скажу это позже. I'll give it a shot. Это та пещера, где был медвесычек и его мамка. Но мы тогда оставили ее в живых и ушли. Но они убили ее. Looks like the goblins found her little hideaway. Похоже, гоблины нашли ее первее. She deserved better than that. Но она заслуживала лучшего. Яйцо медвесыча я забираю. An owlbear egg. Стоит целое состояние. These are supposed to be worth a fortune. Опа, средняя броня. What's the story? No one's Да и told me пофиг. yet. Наконечник сломанного копья, который мы нашли только что в ней, и древко сломанного копья мы нашли еще в самом начале у чела недалеко от пещеры. Видение абсолют. Метательная полуторная. Action, not reaction. 5, 12, 7, 17. Ну такое. 6, 17, 5, 12. Alive. So that's Не. progress. Вообще не катит, оно не очень. Hiding here. Продать катит. Извините. Я разве не открыла лагерь? Блин, я не открыла. Мне опять бежать, это все. Swift as my feet can carry me. Ладно, пробегусь, пофиг. Не так уж и долго. How much longer we gotta stay out here, boss? Till I say you can move. Oh, right. Давай сходим сюда. А, нет, не сходим, позже. And I run up to the guy and think, Так, что тут? try healing this. Thrashed his arm with me. Порвал его в клочья голыми руками. Эти людишки нехилые, как мушки. Oh, you got him good. And who are you? А ты кто? Зачем приперлась? Полуэльфы, думают они всему миру хозяева. Ха. The mark glows. Клеймо светится, но ты ничего не чувствуешь. Эретические способности не действуют, пока ты не отдохнешь. Power is beyond reach until you rest. Я и без этого справлюсь. Это ты так думаешь. Я не считаю себя лучше окружающих. Я не просто так думаю, это факт. Вы все просто грязь у меня под ногами. Ох, жестко, жестко, жестко. Это жестко. Мне так хочется это ответить. Ну ладно, не буду. Это ты так думаешь. Everyone says Все that. так говорят, потом плюют нам в рожу. Хотя, напомню, что она не любит гоблинов. No more. Но теперь все будет по-другому. Времена меняются. We got С the нами absolute on абсолют. our side now.
You better learn your Я тебя place. поучу хорошим манерам. Go on, Ну чё ж, ты ж целуй давай. kiss my foot. Or I'll wipe that Это nasty я little сейчас rub off your мордашку pretty начищу. face. Убей его или уйди, но не вздумай присмыкаться перед этим слизняком. Нет, целуй мою капсом. Не обращать внимания на желание сожрать его ногу. О боже. Опуститься, чтобы лизнуть. И мысленно представить, каким будет его палец на вкус, если его просто-напросто откусить. Я хочу... Нет, целуй мою. Потому что я хочу. О! Look, mate, Слышь, just топай piss off. отсюда. You're Короче, not тебе welcome тут не here. рады. Опа. А я заставлю. Потому что могу. Давай, давай, давай. Хорош. Кстати, и Карлах, и Лайзель одобрили то, что я сказала ему «целуй мою». Гоблин пялится на тебя, раскрыв рот. Потом, захлопнув пасть, пухается на колени. Астариан и Лайзель одобряют. Ля, как все одобряют, хорош. I've done it. Arrogant swine. Наглая скотина. 0 дней без унижения гоблинов. А мне понравилось. Мне все понравилось. Нам нужно втихаря стянуть у них друида. И там же целая туча гоблинов. That's the drink talking. That's it. Hey, hey! You ain't rounding me up for no raid. No way. I'm drinking. Отлично, за это и выпьем. Yeah. Here's to the Да-да, напивайся absolute. сильнее, пожалуйста. Может быть, тогда ты будешь хуже драться, и я с легкостью тебя убью. Having a drink. Че, бухайте? Когда бесплатно, так еще круче забирают, верно? Бесплатное бухло? Откуда взялось? Откуда оно всегда берется? Из кабака, дурила. Ясен пень, теперь ты там ни хрена не осталось. Все добро унесли, потом спалили. Какие же они мерзкие. Ну пей, пей. Enjoying the view. Видом любуешься? Скажи, правда мне эти новые штаны идут? Breeches, ain't I? Идут? Чушь, ты выглядишь смехотворно. Are you kidding? Шутишь? I look Я обугленно fantastic. выгляжу. Maybe Может, they're немножко a bit свободно loose. висят, так ну что я стройный. Because I keep myself in shape. Not like that chunky Не то, что dwarf жирный I дворф, с nicked которого them я off. их снял. Что случилось с владельцем штанов? Вон на вертеле крутится, всем мяса On the хватит. spit. Plenty of him to go around once he's cooked. У дворфа было что-то по цене штанов? Dunno. Не знаю. Was already Когда я до stripped него out добрался, with на нем только breeches штаны when и I были. got my hands on him. Had a couple of Пара coins монет в in the карманах pockets нашлась, and some стихи дурацкие, больше daft ничего. poem. But that's all. Думаю... Нет, подожди, я люблю поэзию, можно взглянуть? Sure you can. But I look Да, без проблем, но только взглянуть и все. А то вдруг это жареное чмо окажется знаменитым бардом, и ты его стишки задорого продашь. And you'll be selling his last words for a pretty penny. Клеймо светится, но ты ничего не чувствуешь, да, потому что я не отдыхала. Не отдыхала. Убеждение. Ты зря время теряешь. Дворфовская поэзия не стоит ни гроша. Really? Серьезно? Паскудство какое. You Ну, might as well так use хоть it as подотри сильно buffer тогда. then. I'll get back to tending the meat.
Творение дворф. Покажи. Все луны, сын упал сюда с небес во тьму, священным светом запечатали могилу моему. Да не коснется звезд вовеки полная луна, да не пройдет сквозь двери лунной девы тьма. На полях нацарапано примечание. Нашел дверь под храмом. Луны должны поворачиваться, но в какую сторону? Ниже нарисовано скопление звезд и лунный календарь. У меня открылось... Да, открылся лагерь. Я хочу сходить в одно место, потому что я не помню, сделала ли я там кое-что. Вот, прям вообще не помню. Нет, не сделала, да, действительно. Вы гляньте, кто тут у нас. Еще одна птичка полетать захотела. Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for ice. Напасть? Я хочу на них напасть. Меня просто очень сильно раздражают гоблины. Никто не против же, правильно? Лайзель одобряет. Прекрасно. Отлично. Очень хорошо. Мне как раз надо немножко... Я знаю, что... Блин, я потом пожалею. Я пожалею об этом, да? Возможно. Но это не точно. А может, и не пожалею. Я позвала этого Дулю, просветленного, чтобы они нам помогли. Ну, просто потому что. Потому что я могу. Как бы я сама спокойно с ними справлюсь, но... Угу, промах. Гоблин-вожак. Бесячий ты. Атлетика провал? Ого. У Карлых-то. Я просто хочу устроить бойню. Ну да, сейчас. Another step forward. I will ascend. You bow or you break. Стоп. Не надо. Подожди. Провоцировать атаку мне тут не надо. Я ее не заметила. Я могла бы их использовать потом, я знаю, но там есть одна штука, которая не даст мне их использовать, потому что потом скажу почему. Возможно, это баг. Обнаружение присутствия. Ой, не получилось, да что-то?
That won't work. Что не выйдет? В смысле не выйдет? Почему мне сейчас сказала призма, что что-то не выйдет? Окей. Не выйдет, так не выйдет. This will do nicely. Now this is my happy place. Aye, aye. Ну вы там можете как-то его убить, спасибо. Далеко. To find a way forward. Higher ascend. You bow or you break. Make way. Почему вы говорите с Истарианом? I'm afraid this spread is most inadequate. Our bargain is Боюсь, нашему договору конец, если только у тебя не найдется предложение повкуснее. a spicier deal. Типа, еды ему мало, говорит. А я щедро заплачу после следующей драки. Да давай. A fine Толковое предложение, мы снова в деле. Ну, продлили, так сказать, договор. Я поняла, вы говорите с Истарианом, потому что я ним вызвала, да? sound the horn when you are ready. Да, условия, когда сделаешь, ты горох. That should more than suffice. Wonder if the gods are watching me. А этот гном так и крутится на этой фигне. Рычаг тормоз. Рычаг тормоз. По-моему, если отпустить тормоз, то он летит просто. Бар крут. On, untie me! Cut me loose! Освободи меня. И что, мне за это будет? Free me and find out! Освободи меня и узнаешь, окей. Baga Kamara. Those pustulant thugs. Вонючие мерзавцы. Ну, давай, делай, что хотела. Делать что? You saved Ты me. меня спасла. Now you'll Теперь ты будешь extort требовать me. денег, That's так how ведь? this works, yes? Я хочу знать, как ты угодил в плен. My own fault, Честно really. сказать, по своей I should have вине. dropped Надо my было pack and бросать outrun рюкзак и those драпать от этих bastards. ушлепков. Alas. Увы. Take my pack Найдешь if мой you can рюкзак, find забирай it. себе. The only Гоблины reason this запоймали меня goblins только caught из-за me его was its веса. weight. Отныне и I'll впредь я буду travel странствовать lightly налегке. from now on. Далеко ты забрался для глубинного гнома? Ignorance is alive and well, it Невежество живо и seems. процветает, как я погляжу. Не все глубинные гномы всю жизнь живут в подземелье, если ты не в курсе. Я, например, много лет прожил во вратах Балдура. I'm in search of a Я friend. ищу старого друга. Боюсь, он попал в передрягу. Вот, видишь? Эту штуку я ему когда-то подарил. Еще до того, как он ушел из дома. Я увидел ее на шее какого-то дуболома в Нижнем городе. Она была заляпана кровью, а мой друг как сквозь землю провалился. Но надежда еще есть. Я кое-как прознал, что он сейчас в подземелье. Если повезет, там я выйду на его след. Я всегда помогаю друзьям. А теперь позволь откланяться. Счастливо оставаться. Если нам суждено встретиться снова, значит встретимся. Пока.
Да. Да, пока. Something good Дайте я here, заберу все, что можно. I hope. Обязательно в кислоту было вступать, да? Что? Очень тяжелый двуручный топор. Карлуша. I'd love to, thanks. Один фиг. В принципе. 6-17. Да At пофиг. least things have stayed interesting. Corpse seems willing to speak. Он не хочет со мной говорить. Понимаю. В принципе, понятно, потому что я их убила. Тебя налег. О, это можно кому-то дать. Кому-то, кто носит тяжелое, это, наверное, Лайзель. Battle. Да. Совершив в бою рывок или сходное ему действие, владелец накапливает 3 заряда молнии. Нафига они ей, я не знаю, но они No есть. one back home will ever believe this. Тяжелый рюкзак. Этот рюкзак его, да? У него тут мешок с дымным порохом, багетик, Лайзель, держи. И это, Лайзель, держи, это я забираю. Ну и все, можем валить. Больше тут Another ничего step нет. forward. И теперь мы можем идти обратно в лагерь гоблинов. Я, кстати, тут хотела сходить в одно место вот сюда. And now with my brother, swallowed him all. Yeah, Смотри, мелкие гобленята. А ну. you look like Еще you вас beat строить из your себя work. крутышку. Дай нам повод, мы тебя так отделаем, своих не And узнаешь. you'll end up like this bleeder. Ну ты, конечно, и... Кто этот покойник? Don't matter who Какая he разница, was. кто он был? Сейчас он He просто ain't трупешник. nothing but a stain now. Just like you'll С тобой be так if будет, you если не don't свалишь clear up. отсюда. Хватит мне угрожать. Oh, you're real Обалдеть, крутяшка. На ребенка бычишь. Вали отсюда, а то маму позову. Она врагом глотку грызла еще до абсолют. Ну и так, о господи, что это такое? А теперь она и дракона скопытить может. Пофиг на вас, правда. Я не к вам шла. What's that? Так, Best get going. брусок мыла губка. I've got a long road ahead. Внимание, провал. Ой-ой-ой-ой-ой, пожалуйста, пройдите мимо. Вонючее письмо. Этот клочок бумаги воняет варговой мочой, большая часть слов вымарана. Прекрасная Миндара, жизнь... Что это было? Мне послышалось? В жизнь не бывал в подземье. Крика трындит, там внизу такие зверюки, рядом с ними даже огр котеночком покажется. Но я тебе так скажу, если там посреди вкусных грибочков растут еще и такие горячие штучки, как ты, в мире места лучше нет. Поперек всего текста рукой автора нацарапано буквами побольше, а дроу вообще любят, когда их сравнивают с грибами. Наверное. О май гад, я это хочу забрать. Примитивный сундук, узорчатый мох. Еще какая-то записка корявым почерком. Обрывок бумаги с набросками любовного письма, судя по всему. С луной или звездами, или прочей бодягой ее сравнивать нельзя, она же живет под землей. У нее совсем нет струпьев или прыщей, так что самыми спелыми не восхититься тоже
Подумает еще, что я слишком маленький, и надо ей сказать, что я куплю табуретков для поцелуев. Украсить волосы дохлыми пауками перед следующей встречей. Может, просто послать ей немного обрубков от трупов, которых я сам кокнул. Это какой-то гоблин писал. Сториан, вскройте, пожалуйста. With pleasure. Спасибо. Looking ahead. О, пергамент. Внизу этого скомканного письма коряво нацарапан примитивный рисунок, изображающий гоблина, подносящего женщине дроу букет из грибов. Ваше восхитительное прелестнейшество. Дрожащий адепт Зарел. Как гоблин написал это? Ладно, вы, конечно, не помните меня, никчемного гоблина. Когда вы наведались к боссу Расклину, мы с ребятами кур гоняли. Вы тогда сказали, что как бы мы выпускали людишкам кишки так же ловко, как ощипываем кур, так может из нас и вышел бы толк. Вы посмотрели прямо на меня. Я от счастья едва портки не обмочил. В следующем налете я пролью за абсолют столько крови, что вы меня непременно заприметите. А потом я заявлюсь в лунные башни, и тогда уже вы меня точно узнаете. Я на одну ногу хромаю, еще у меня бельмо на глазу. Клага. Как-то реагировать надо? Ну, вот, ну они ж знали, что оно там. Я вообще могла просто переместиться. Ну, типа, ну ладно, пофиг, окей. Ну, шо маем, то маем. Погнали внутрь. Я бы, конечно, такая пошла еще раз отдохнула. Чтоб... ладно. Фиг с ним, пойду так. Тут не бухают, тут служит Абсолют. Доложи цель прибытия, живо. Да, я не могу этого сделать, потому что я уже использовала свои способности. Угу. Так. У меня встреча с тем, кто у вас тут главный. Давай попробуем. Релип хаоса. Да пофиг, давай. Я использовала вдохновение, последнее, к слову. Фигово. Ага, ясно, ну, тут у нас полно всяких шляется, не пойми откуда. Только сперва точно скажи, ты к кому, а то Абсолют тут любимчиков много. Тебе кто нужен? Жрица Кишка, старший Расклин или Дроу? У меня назначена аудиенция с Дроу. Аудиенция, это ты правильно говоришь. Она вся такая на понтах, хотя дело свое знает, конечно. Она там втирает вожакам, что к чему, говорят, следующий налет крутой будет. Ага. Погнали. Очень важный паразит. Вдохновение хорошее. Я думаю, мы можем начать сразу с чего-то. Блин. Погнали сюда. Бедняк. А я мог бы дать тебе покой. Но нет, тебе молчать нравится. Так куда они сбежали, крыса упрямая? Дружка проведать охота? Хочешь рядышком повесим? Да, я ничего не чувствую. Тут столько возможностей использовать нашу силу личинок, но...
Обман. Пойдите выпейте по кружке, ваш босс прислал меня на смену. Давай попробуем обман. Ой, 20, ты что, гонишь? Хамбец нам. Фигово. Да ну. Не поверю, пока сам не увижу. Вот блин. Заткнитесь и учитесь. Вот блин. Жажда крови одолела, да? Ну, вперед, заставил побороть. Окей, она у нас темный соблазн, и, в принципе, ей норм, так что ладно. Извини, чел, я хотела по-хорошему, но... Подойти к пленнику, подумать о возможных вариантах, а затем... вариантах. О, боже. Это все к лучшему дню своей жалкой жизни. Нет. О, боже. Это пиздец. Раздробить его съежившиеся причандалы тупым концом копья, приласкать его бедра теплом кочерги, вынырнуть из этой садистской спирали, напасть на гоблинов. Я не хочу нападать на гоблинов сейчас, потому что тогда на меня нападут все остальные. Возможно. Давай я из менее стрёмного, что тут есть, кочергой. Ну, типа неприятно, конечно. Ну ладно. Лайзель одобряет, Асториан одобряет, Карлх не одобряет. Логично. В принципе, да. Сори. Вонь паляной плоти повисает в воздухе. Ты не знаешь, почему, но у тебя правда здорово получается. Угу. Тебе хочется, чтобы этот момент длился вечно. Ой, да ну не гони. Ой, да ёб... Ух ты ж, твою же ж... Разбить ему коленные чашечки, словно яичную скорлупу, побаловать его освежающей растяжкой или вырвать скрюченный... Ну, самое, наверное... Да тут все хрень. Давай побаловать его освежающей растяжкой. Ну, а чё? Это не... Я снимаю с себя ответственность. Это фейк. Прийти мимо разваленной моста, ворота заплетены... Глянь-ка, как ты его, а? Все, валите. А ты ничего, знаешь толк развлекухи. Все, свалите отсюда, да? Мы узнали, что хотели. Ты ничего для полукровки. Дроу будет рада. Паршиво выглядишь. Ты явно не в себе и страдаешь. Совсем ошалевшая. Как же тебя корчит, бедняжку? Ты чё, Асториан? Я впервые вижу этот диалог. Что-то ужасное зреет внутри меня, и я не знаю что. Мой разум наполняет жестокие желания, подавляя все остальное, или у меня почти не осталось воспоминаний о том, что было до того, как я пришла в себя на наутилоиде. Давай второе. Что-то ужасное зреет внутри меня, и я не знаю что. До сих пор мы с моей личинкой существовали очень мирно. Дело не в ней. С тобой происходит нечто иное, верно? У тебя приступы. Ты то впадаешь в раж, что с ног валишься и зубами скрежещешь, того и гляди, себе язык отгрызешь. Он мне сказал... Он сказал, побереги себя. Я не ожидала, что он это скажет, потому что, ну, ого, ничего себе. Что, мы все-таки с вами да? Мы тут все-таки дружим? Давай я, может, как-то тебя освобожу? По тихой грусти.
Измученный человек мешком висит на цепях, он почти не дышит. Прости меня! Вылейте ему в рот лечебное зелье. Ну, в принципе, вся эта ситуация, хотя и пошла наперекосяк, немножко не получилось, но вышла вполне себе в ее стиле. Типа, ее темные соблазны, плюс ее жажда крови, да, но она такая, типа, подумала, и я грыбашу, что происходит, какого хрена. Давай. Теперь помоги ему. Вылить ему в рот лечебное зелье. Человек заходится кашлем, на глаза его распахиваются, кровь прилипает к щекам. Прости, это все для твоей же пользы. Ну, в целом это так, потому что если бы все пошло наперекосяк, и я подказалась, они бы на меня напали, началась бы драка, и мы все вместе дружненько умерли, в принципе. Так что... Какая куписом польза? Чуть не помер. Убеждение, иначе гоблины ни почем бы не ушли. Попробуй мне только критануть на неудачу, спасибо. Ловкость рук — это вообще так Касталия, ну? Сейчас. Ну да. О, хорошо получилось. Замок щелкает и открывается. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Надеюсь, что смогу добраться до рощи. Надо предупредить, что им грозит опасность. Скажи мне, ты знаешь друида по имени Хальсин? Хальсин? Я не знаю. Он перекинулся в медведя, но я не видел, куда он делся. Не знаю, жив ли он еще. Ты пришел сюда за песней ночи, не так ли? Да, она должна быть где-то тут. Нам говорили, к ней ведет тайный проход в подземелье под святилищем. Нам сказали, что там никого нет, но когда мы прибыли на место... Что еще известно про святилище? Есть там что-то еще ценное? Не уверен. Знаю только, что там есть проход в песне ночи. У Брайана были указания, на его захватили гоблины. Сказали, что съедят его. Ладно, беги, короче, чел. Что именно делает эта песня ночи? Он сказал, что какой-то волшебник по имени Лорака наградит нас, если мы найдем артефакты, и все. Можешь идти. Ну, что я могу сказать? Ну, вот как... О принятии и я благодати. На страницах множество рисунков, изображающих тела в самых немыслимых положениях. Все поля написаны чьими-то заметками. Помни об ограниченности смертного тела, но искушает тебя экстазом боли, дабы стереть твою сущность, в частности, во время упоительного приступа самобичевания. Но сломанные кости являются помехой поклонению нашей деве боли. Когда тело изнурено, сосредоточься на бичевании или вырывании ногтей. Советую использовать щипцы или нож, дабы Лавиатар вечно могла наслаждаться твоей агонией, ибо таково ее право. Нет, но тут я должна прям максимально хорошо сделать, и да, потому что да. Вот тут мне очень надо. Это чуть ли не... Приветствую, дитя. Тут мало кто бывал помимо гоблинов. Ты узнаешь его бич. Перед тобой служитель Лавиатар, богиня страданий. А, ты тоже здесь для того, чтобы помочь с пленником?
Я показала им, на что способна мастерица. Quite right. Верно, меня I пригласили was их учить. invited to teach Боль во them. всех ее разновидностях — это то, чем я живу. Pain and its intricacies, you see. Я заскринила. Увы, они закосневели в своей неотесанности. Primitive. Pain Боль without без цели — purpose is это a ужасно, terrible согласись. thing. Wouldn't you agree? О боже, мне все равно, лишь бы история заканчивалась смертью. Это прям темный соблазн. Мне часто кажется, что мне слишком уж нравится чистая внутренняя боль. Это меня пугает. Forgive me, Прости, я вижу в but твоих that look in глазах. your eyes, С тобой случилось something нечто terrible has ужасное. happened to you. О боже, я помешанная на крови извращенка, достойна только презрения. Это жесть. Я пытаюсь противостоять своему стремлению причинять вред, но это очень трудно. Такой, вот это мне нравится. Какой разумный муж. Откуда ты знаешь? Because I Я see вижу в твоих those глазах same то же, что и в eyes своих, when I когда look in смотришь в the зеркало. mirror, dear one. We've Мы all все страдаем в эти suffered in темные these. времена, и твоя душа испрещена рубцами тоски и боли. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, Прошу, позволь мне облегчить let эту me боль. alleviate this pain. И как бы ты это сделал? As the maiden of Как pain, учит нас Дева the Боли, goddess богиня Laviata Лавиата, teaches us through penance, через покаяние, отмеренное моей искусной administered by рукой. my skilled hand. My work Я can могу grant даровать тебе мир и peace and душевный покой, какие serenity, мало кому the ведомы. likes of which Но того стоит, few поверь мне. experience. It will be worth it. I promise. I must see this. Don't you dare say no. This man is a common Типичный stock. простец. Лишь самые нищие среди неимущих довольствуются видом собственной крови. Я видела твою книгу, мне бы хотелось попробовать кое-какие из тех техник. Я не уверена, насколько это в характере героини. Ну, в принципе, да, наверное, да, но... Но мне это нужно сделать, потому что плюсов от этого будет больше, чем минусов. Давай, я видела твою книгу, мне бы хотелось попробовать кое-какие из техник. Какое рвение, это высший уровень посвящения. Офигеть. Богиня одобрит. Скажи, какой из инструментов вызывает к тебе, и давай приступим. Я хочу испытать то же, что и ты. О, да, несомненно, мы оба получим от этого удовольствие. О май гад, мы с Лавиатором желаем знать, как ты переносишь боль. Офигеть. И если ты ее порадуешь, ее милостивое благословение снизойдет на тебя, поверь мне. Повернись к стене и начнем. Офигеть. Карлах не одобрит, да, наверное? Я хз. Что там по времени? Еще час, в принципе, есть. Я бы, наверное, включила свет. Я повернулась к стене. Оп. Боль очистит тебя, не протився ей. Боже мой. Это жесть. Громко взвыть и театрально воззвать к милосердию, попытаться сдержать крик или... Еще. Еще, блин. Я это скриню. Давай, давай еще. Фигач. А давай. You want more? As you wish, dear one. Oh, bravo! Encore. Что? Ты еще тут Астариан под... Wonderful. Just wonderful. Фу-фу-ху-ху-ху. Давай еще.
Давай еще. Да пипец. Wonderful. You want more? I'll give it to you. Май It гад. was a fine strike. Excellent form. Астариан, блин! Ты нормальный? That's it. Welcome the pain. Let it become part of you. Пусть она станет частью тебя. Да, давай, еще давай. Продолжай, грыбаш. Уже все равно. Она уже пережила это все. Yes, my child. More for Loviatar. More. Ой. Да он там сейчас, по-моему... Sweet child. Ой, сладостное дитя, ты принимаешь боль, как подобает истинно верующий. Я ощущал наслаждение, Лавиатар, с каждым ударом бича. Я горжусь тем, что привел тебя к покаянию. Это был любопытный опыт. Любопытно, это очень мягко сказано, дитя. Почему дитя, Dear One? Сама Лавиатар возлюбила тебя и теперь желает благословить. О, давай. Благословение я люблю. Ой, как ему стоит смешно. Очень довольна, очень счастлива, блин. И от меня лично. Спасибо. Это было воистину божественно. Чел. Странные обычаи в вашем мире. Me with the likes of them. Вот только не надо меня к ним причислять. True. Это верно. У тебя кишка тонка. Ты, Астариан, ты вообще норм? Я ржу с того, как Лайзель странные обычаи в вашем мире. В смысле не надо меня к ним причислять? Ты тут первый, единственный даже, кто стоял сзади и подтягивал, типа, да, давай, продолжайте. Ты чё? Опомнись! Офигеть. Спасибо вам всем. Спасибо большое. Всем пока. No time to rest. Офигеть. Пусти Вола, закрой-ка дверь. Выйди отсюда. И не заходи сюда. А ну не трогай моего голубка. Он мой. Так, и что ты собираешься делать с этим голубком? Беречь его. Слушайте, как он гулит, пока не проголодается или еще что. А тебе-то что? Милый питомец, я тоже себе такого хочу. Ты беги своего поймай. Клеймо светится, но ты ничего не чувствуешь. Да, я не знаю, я не могу ничего сделать. Давай попробуем. Какой-то он слабенький на вид. Долго в ваших условиях не протянет. Супер. Иди выгуляй его, чёрт нет. И не давай парням его отобрать. Даже не скажу, что они с ним сделают. Так, утомится весь, приводи обратно. Вот тебе ключ. Он весь твой. Хороший выбор, молодец. Это что? Дорожайший Эльминстер. Мой дорогой Эльминстер, обстоятельства вынуждают меня быть немногословным, поскольку с недавнего времени я являюсь почетным гостем своры буйных гоблинов. Разумеется, для такого заядлого любителя опасности и прочих приключений, как я, это просто норма. Но самый источник вдохновения это что? Это не просто норма, но самый источник вдохновения, так что все идет просто отлично.
Как тебе, конечно же, известно, боги наделили твоего скромного друга и летописца непревзойденной живостью ума и сладкоречием, поэтому, когда я принялся услаждать слух изготовившихся напасть на меня гоблинов сказаниями о их подвигах, они немедленно сделали меня незаменимым членом своего племени, а именно его хроникером и бардом. В этом качестве я намерен прожить среди них самым тщательнейшим образом, наблюдая за их привычками и ритуалами. Разумеется, все это я планирую надлежащим образом записать и издать в виде моего следующего шедевра под названием «Моя жизнь в Орде Завоевателей», который можно будет приобрести у любого почтенного книготорговца. Прилагаю к этому письму его ознакомительный фрагмент. Настоятельно прошу, распространи весть о моих изысканиях, чтобы по всему побережью мечей и за его пределами любители приключений и охотники до необычного принялись с нетерпением ожидать выхода данного жизнепродлевающего и душеобогатительного труда. Засим позволит кланяться. Меня зовут исполнить балладу собственного сочинения, а призывающая дама, ибо я называю ее именно так, несколько нетерпеливая и к тому же вооружена до зубов. По правде сказать, мне кажется, она испытывает ко мне, не побоюсь этого слова, нежные чувства. Зовет меня своим голубком, буквально ни на секунду от меня не отходит. Быть может, мне стоит включить в свой труд главу о брачных ритуалах гоблинов? Ради науки я готов на все. Итак, до встречи, друг мой. Надеюсь, ты не применешь известить весь мир о моей исследовательской миссии, дабы заглавие моего грядущего шедевра не сходило с уст каждого трактирщика и наемника от глубоководья до Балуира. Вола. Вола, ты дурак? Вола, ты дурак? Вот это да, я спасил. Отрадно видеть знакомое лицо в такой сомнительной обстановке. Обещаю, что история о том, как бесстрашно ты меня спасла, будет жить в веках. Отправляйся в безопасное место и побыстрее. Именно это я и собираюсь сделать. Надежное зелье невидимости незаменимо в таких ситуациях. Мешкать не стоит, но мне бы хотелось... Не хотелось перерывать нашу дружбу. Давай встретимся вновь, когда ускользнем из цепких гоблинских лап. Хорошенькую историю ты умудрился угодить. Как ты попал в клетку? О, вполне преднамеренно. Самый простой способ изучить повадки какого-нибудь племени — это там пожить. Я бы сказал, что эксперимент оказался весьма плодотворным. Буду рад поделиться результатами своих изысканий, как только мы окажемся в безопасности. Я думаю, я включу свет, потому что у меня слишком темно, поэтому секунду. Так. Да, я вернулась. Да, иди в мой лагерь, там поговорим, когда будем в безопасности. Превосходно, надеюсь, сударыня, очень скоро мы сможем выпить с тобой и обсудить геройские деяния. Я ускользну, как только горизонт будет чист. Скоро увидимся, сударыня. Мне не терпится пообщаться с тобой подольше. Пока. Вола. Еще, дверь за собой закрыл. Молодец, молодец, ничего так. Хорош. Я думаю, что... Пойти отдохнуть. Или фиг с ним. Наверное, фиг с ним. Я думаю, что фиг с ним. Я выпью зелье. И я попробую сразу сходу кое-что сделать, но это, конечно, как получится уже. Дайте зелье. Лайзель, выпьешь кровожадность, я выпью... Ой, подожди, а что я выпила? А что за зелье я выпила сейчас? Что я выпила, кроме... Я что-то еще выпила, я не знаю, что. Я не успела прочитать. Ладно, пофиг. Я просто думаю, что я хочу сделать кое-что, чтобы долго с этим не маяться. Так, сюда. Тут пахнет паленой плотью. Мы ж твоим смерти хотим, дура, а не геройской смерти. Что? Вали вниз и кончай ныть. Пофиг. Меня не это волнует. Сейчас меня волнует кое-что другое. Всевидящее око. Будем вести себя прилично, пока оно смотрит. Уязвимость грома.
А ну-ка, поговори с ним. Я хочу просто кое-что The eye's сделать glassy black surface сразу. reflects your gaze. Черная поблескивающая поверхность отражает твой взгляд. Потрогать его. You sense no Не reaction улавливаешь from никакой the реакции от unblinking немигающего глаза. eye. Я сейчас быстренько вот так. Вот так. Нет, я сначала поговорю с Ментарой, да? Looks that way. Да. But Scout said they had something. I have been expecting you. Я тебя ожидала. Гоблины рассказали, что ты выбила признание из пленника. From our prisoner. Without your Без help, твоей they помощи would have они из него extracted разве что nothing but крики до зуба screams смогли бы and выбить. blood. Her thoughts mingle Ее with мысли yours, смешиваются с твоими, и прохладная рука касается твоего разума. caressing your brain. You are a true Ты правда soul. верная. Неудивительно, что ты Little так славно wonder мне that you служишь. serve me so well. It is time for the raid Пора to начинать begin. атаку. Сегодня The роща сгорит, а grove вместе and с ней those все, who are кто там hiding there прячется. will fall. There is a weapon, the Абсолют ищет seeks. кое-какое оружие. I'm Уверена, sure там those его эти wretches подонки have it скрывают. hidden away И мы найдем его, there. как We только will перебьем find их it всех и спалим amongst the рощу дотла. dead and the ashes. Her excitement is Ты ощущаешь ее возбуждение. Она думает о победе, о том, как будет проливать кровь неверных. unbelievers' blood spilled, and И об оружии. Она отыщет его во имя Абсолют. in the Absolute's name. You suddenly feel a Внезапно ты strange ощущаешь странную anxiety тревогу, take не hold. свою, а артефакта Гитьянки, который ты носишь при себе. That artifact you carry. Кажется, ему страшно. Somehow, it's afraid. You attune your Ты мысленно mind. прислушиваешься к нему. Артефакт не хочет расставаться с тобой, он не хочет попасть в руки Абсолют. Go to their refuge. Иди к ним, and проникни make в your их way логово. inside Как друг. as a friend. А что дальше, после того, как я проникну внутрь? I will gather a raiding Я party соберу штурмовой and отряд и move выдвинусь into position. на позицию. You will open Ты the откроешь gates ворота from the изнутри, когда inside придет when the время time нанести is right решительный to удар. strike. We will Мы очистим это cleanse место the от place неверных и of спалим его дотла во infidels имя Абсолют. and burn it to the ground in the Absolute's name. And then we А затем мы will be станем the first ближайшими из among ее her приближенных. favorites. Восхитительная картина кровопролития, которую она рисует, пробуждает в тебе голод. О май гад, хватит, а то я возбуждаюсь. Что это такое? Можно я просто отвечу это? Я отвечу это, потому что... Да. Держи себя в руках. Ты себя ведешь как неотесный гоблин. Резня в роще не начнется, пока ты не подготовишь путь. Ты должна будешь пробраться внутрь, как только мы займем позицию. Подай сигнал, и мы сокрушим их. Когда все они будут мертвы, Абсолют вознаградит тебя за веру. И я тоже. As will I. For the Absolute. Gather the raiders. This weapon that Yes, your leadership. We won't let you down. Опа, стопа. Черви в головах не единственная наша беда. Так, я не помню, какой из вариантов я выбирала, чтобы это сделать, но я сделаю, значит, все иначе. Дело в том, что я выбираю рощу, и я не хочу их предавать. Но я не хочу убивать Ментару. Ну, как бы это значит только одно. Мы сейчас все сделаем иначе. Looks that way. But Scout said they heard something moving around out there. Держим грубо. Something big. Карлах, сюда. Our prey is elsewhere. Я сюда. Старин. А ты не хочешь свалить? Нафиг ты тут стоишь, типа для чего? Давай так. Есть у меня зелье невидимости, может? How many raiders do we have? Plenty of lashes. Loads of hunters. And a few Violence hasn't gone un... Да, окей, я затеяла драку, на меня сейчас... Еще раз. На меня сейчас происходит недовольство. Но я сделаю пассивку на несмертельные атаки. Да.
На это время враждебность пофиг. Вот этого надо вот кокнуть. Да вот. Сталин. I got this. Карлуша. Надо это сделать до того, как прибежали все, кто можно. Что ты сделала? Она превратила в поле... Ладно. А, и их тоже превратила. Окей, она превратила некоторых из нас в собак. Минтару вообще в кошку. А, ты чего? И боевой рог сначала вот эту вот фигню убери. Отлично, теперь иди сюда. Заклинание на... Так. И так. Мне надо... Всевидящее око превратило даже в кошку. Хорош. Кошечки мне не особо угрожают. Пофиг. Fuck yes. Не смертельный урон же, да? Я так боюсь, что я сейчас убью случайно Минтару. Минтара? В порядке? В порядке. Да? Нокаут. Все, окей, Минтара в порядке. Порыв дикой магии — это нечто. Да отвали от меня! Спасибо. Как же мне нравится порыв дикой магии. Вы бы знали просто, как же... Первая ячейка заклинания, блин. Карлуш, мне надо, чтобы ты столкнула это. Да нет, да блин. Рома. Ну не надо мне телепатических криков, а? Призыв подкрепления, блядь. Цель слишком далеко, но не до... Распластанность. Прекрасно. Призыв, блядь, подкрепления. У него просто единственная уязвимость к грому. У меня нет урона громом. Дело в том, что... Ну как, он есть как бы вот, да? Но у меня нет первой ячейки заклинаний, потому что у меня ее нет. Ты зашел. Просто... Как бы попало, но как бы не то.
Отлично. Вроде как никто меня не увидел, значит, никто не должен прийти. Я надеюсь на это. Просто надеюсь. Victory awaits. Гонишь. Боже, одного гоблина не можем убить вечность. Вы чё? Прекрасно. I don't need any attention right now. Let's see Прекрасно, what что по you're ментаре. hiding. Она в ноке. Я ее не буду трогать, я не буду забирать у нее никакие вещи. Пусть она себе лежит спокойно в нокауте. Потому что я хочу, чтобы она была жива. Так. Все, погнали отсюда. Фуф. Я такая, чтобы пойти сейчас в лагерь поспать. Угу. Наверное, так и сделаю. Ого, ого, смотри, со мной хотят поговорить все подряд. Already feeling better. Гейл, что такое? Мое недомогание примерно так же не любит, когда его игнорируют, как я сам. Мне нужно поглотить еще один артефакт, и как можно скорее. Да ты что, затрачиваешь меня? Что за копье? На, забирай. Да, давай, одобряй все. Скушал мое копье. Ой. Ладно. Почти никакого воздействия. Да, жалится над нами мистра. Слушайте, мне надо с вами поговорить со всеми. Будет неправильно, если я промолчу. Говори. Ты среди друзей. Вполне возможно, что сейчас это кончится. Вы должны знать, кем я был. Вы должны знать, кто я на самом деле такой. Я ходячая тень тех надежд, которые я некогда подавал. Разглагольствуешь? Я был, что называется, волшебником вундеркиндом. С юных лет я умел не только контролировать плетение, но и творить с его помощью, как музыкант или поэт. Столь великое было мое дарование, что на меня обратила внимание сама прародительница магии, богиня Мистра, владычица тайн. Она открылась мне и стала моей наставницей, со временем моей музой, а потом и возлюбленной. Волшебник, мне кажется, мы с тобой совершенно по-разному представляем Мистру. Завоевать ее близкое расположение очень непросто, но мне это удалось. Мы наслаждались обществом друг друга, телом, разумом и душой. Но я по-прежнему жаждал большего. Видишь ли, неважно, насколько могущественным становится смертный волшебник, мы все равно способны разве что скользить по поверхности плетения. Мистра не пускает нас дальше. Есть границы, которые она не дозволяет нам перейти. С ней я всякий раз оказывался на краю пропасти и взирал на чудеса по ту сторону недоступного. Я пытался пересечь эти границы. Как именно ты пытался пересечь эти границы? Я пытался ее убедить, сердился, умолял, клялся, что хочу лишь одного — служить ей еще лучше. Но она лишь улыбалась и говорила, что должен довольствоваться тем, что есть. Сейчас мне трудно это вообразить, но я делил ложе с богиней и все равно не чувствовал удовлетворения. Я решил доказать ей, что заслуживаю большего. Ну, конечно. Подошли к узловому моменту истории моего безумия. Хочешь ли ты узнать ее целиком, или мне сразу перейти к мрачному финалу? Рассказывай все. Что ж, тогда слушай.
Давным-давно жил один могущественный правитель. Жил он в башне, точнее в летучей башне. В подробностях я расскажу тебе эту историю в другой раз. Суть же в том, что он пытался починить себе богиню магии, чтобы самому стать божеством. И ему это почти удалось, но в чем-то он просчитался. Он обратился в камень, и его империя Нитирил рухнула в одночасье. В тот миг высвободилось огромное количество магической энергии, сопоставимое с первозданным хаосом, предшествовавшим сотворению мира. Даже плетение не смогло выдержать такого натиска. Оно растрепалось, порвалось, и мир смертных напрочь лишился магии до того дня, пока Мистра не вернулась. Она возвратила плетение, вновь соединив все разрострённые ниточки. Так мне, по крайней мере, казалось, пока я в своих ученых изысканиях не наткнулся на одну книгу. Это был нитирийский фолиант, в нем оказалась запечатана частичка плетения, которой у Мистры не нашлось доступа. Я спросил себя, а что, если я сумею вернуть богине эту утраченную частицу ее естества? Я так понимаю, цветов и конфет ты к этому моменту уже отказался. Третий вариант тоже интересный. То есть твой гениальный план сводился к тому, чтобы вылить в море стакан воды. Сногсшибательно. Окей, давай отвечу как волшебница, надо признать, звучит довольно заманчиво. Я не стала принижать свое разумение, однако исполнение плана оказалось куда менее здравым. Я был убежден, что это магическое деяние в романтической обертке убедит Мистру взять меня за руку и отвести в свое доселе запретное владение. Я заполучил эту прославленную книгу и ленился с нее в своем кабинете. А вот что произошло дальше. Положи руку мне на сердце, позволь показать. Окей. Ты чувствуешь, как личинка дрожит в твоем мозгу. Гейл впускает тебя в свое сознание. Ты погружаешься во мрак. Ты смотришь глазами Гейла, блуждая по закоулкам пугающих воспоминаний. Книга в оплетке внезапно раскрывается. В книге нет страниц, лишь клокочущая масса чернейшего плетения, которое устремляется к тебе. Она бросает зубами и когтями, она вгрызается в тебя, становится частью тебя. Она алчит и не может насытиться. Почему ты до сих пор жив? К счастью, за то мгновение я поглотил малую его часть. Этого недостаточно, чтобы убить меня сразу, но это было лишь начало. Ого. Кат-сценка-то красивая сейчас была. Это не нитирийская скверна, это сфера. Не знаю, как еще ее назвать. Сидит у меня в груди, и ее постоянно нужно питать. Покуда я поглощаю плетение из достаточно мощных источников, оно молчит, однако если сфера утратит стабильность. Ты умрешь. Все намного хуже на самом деле. Я взорвусь. Я не могу точно оценить масштабы бедствия, но, основываясь на своих познаниях в нитирийской магии, могу предположить, что даже та небольшая частица, которую я ношу в себе, способна сравнять с землей город размером с глубоководье. С этим можно что-нибудь сделать? Возможно, нам повезет и за углом, мы наткнемся на коллекционера магических артефактов, свернем с дороги и свершится чудо. Ну, или не свершится. Все это, да, вероятно, это выглядит как предательство. Скажи слово, и я уйду. Ля, слышишь? Я ничего не сказал, это было продолжить, это большое облегчение, говорит. В твоей душе воистину заключается сила, которая меня укрепляет, и от всего своего воспрянувшего сердца я тебе благодарю. Я благодарен всем вам. Я пойму, если вы обернетесь против меня, я буду преисполнен смирения, если вы встанете на мою сторону, и в любом случае постараюсь вас не подвести. Бак, я стою на краю пропасти, но если вы не оставите надежды, я тоже не оставлю.
Буду сопротивляться. I'll resist as long as I can. Бороться сколько смогу. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Да, Гейл, ну ты, конечно, чудишь. Что у нас по времени? Мы как раз успеем поспать, поговорить со всеми. Может, еще что скажешь? Go ahead. I'm listening. Давай посмотрим. Опа. Мне интересно, о каком могущественном правителе шла речь в твоем рассказе. Это ведь Карсус, да? The very same. Он самый. Карсус, Карсус, возможно, был самым сильным волшебником всех времен и народов. Эльфы называли его ребенком, способным стать богом. И он попытался им стать. Создал собственное заклинание и вознамерился одним махом отнять у богини магии всю ее силу. Тогда ее звали Мистрил. Представь, что это было за ощущение быть богиней и знать, что ты неуязвима и ошибиться. Когда Карсус поразил ее своим заклинанием, она начала развоплощаться, а с ней все плетение целиком. Он слишком поздно понял, что натворил. В этот момент всему миру мог бы прийти конец, если бы Мистрил не пожертвовала собой. Богиня магии есть магия. С ее смертью исчезло само плетение, и заклинание, поразившее богиню, перестало действовать. Это был конец и для Мистрил, и для Карсуса, и для всей тогдашней цивилизации. Когда ребенок, способный стать богом, обратился в камень, вся его империя рухнула, а парящие города Нетирила перестали существовать. Это событие осталось в веках как безумие Карсуса. Кто смертный пытается стать богом, это никогда добром не кончается. Хорошо, что Мистрил возродилась как Мистра. Именно так. И теперь множество столетий спустя я попытался пройти путем Карсуса, но не для того, чтобы уничтожить Мистру, а чтобы доказать ей свою любовь. Я попытался захватить толику ее магии, что вырвалась на свободу в тот судьбоносный день. Я хотел вернуть в несовершенную корону один крошечный бриллиант. Кто-то, возможно, назовет это безумием Гейла. История повторяется, от этого никуда не деться. Если ты почувствуешь, что нетирийская магия одолевает тебя, что ты предпримешь? Если до этого когда-то дойдет, если я пойму, что больше не в силах ее сдерживать, я сделаю все, что угодно, чтобы никому, кроме меня, не пришлось расплачиваться за мои ошибки. Я найду самое уединенное место на поверхности Файруна, или, возможно, заберусь в самую глубь подземелья. И там в одиночестве буду ждать смерти. Клянусь, я не обману твое доверие. Ты оставила меня рядом, даже зная, какую угрозу я несу в себе. Если все обернется к худшему, я исчезну задолго до того, как опустится занавес. Фух, ну ты, конечно... Поговорили так поговорили. Вола, привет! Let's get going. Как тут у тебя уютно, а я устроюсь поудобнее, если не возражаешь. Премного благодарен. Я тут как раз собирался поработать с заметками, столько всего нового. Свежеватели разума, сектанты, разумеется, твой славный отряд. Что тебе известно о мозгоедах? Да я считаю, эксперт. У них есть щупальца, ты в курсе? Отвратительное зрелище. У друида Хальсина в его жилище что-то вроде заспиртованного экземпляра в банке. Наверняка подделка, но удивительно детализированная. Мне приходилось драться с мозгоедом. Невозможно. Я не просто повстречалась с мозгоедом, одного из них я убила. Кроме того, меня заразили их паразитом. С тобой бы уже произошел цереморфоз. А мне тоже не хочется в это верить, но, увы, это правда. Абсурд. Так посмотри, убедись сам. Да, наверное, так лучше. С моей стороны было безответственно не развенчать столь нелепый обман.
Я только загляну тебе в глаза и сразу смогу. Oh, dear sweet gods! Хорош причитать, ты мне помочь сможешь? I mean, yes. I suppose I can. Сперва мне следует кое-что уточнить. Дай время, я разберусь с этой проблемкой. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. О, Волан мне дал ненужную мне штуку. Прикольно. Спасибо большое, Вола. Это для бардов подходит. Одежда. Я как раз сейчас на своем втором сохранении играю за бардку и хожу в ней. Так, что? Что? Говорим. Speak. Ага, не говорим. Понятно. Я пока что не буду это говорить ей. Shouldn't have wished to live in more interesting Hey, times. soldier. Приветик, Карлах. Пока, Карлах. Shadow. These things have stayed interesting. То есть Гейл все это время ходил с волшебной бомбой в груди. Я обычно не выпытываю у людей секреты, но мне кажется, о таком стоило бы рассказать. Ну да, кто бы говорила. С ней тоже узнать друг друга получше можно, но позже. Well met. Выходит, Гейл с самого начала носил в себе эту разрушительную сферу. И лишь теперь соизволил об этом упомянуть? Who'd keep a secret like that from his friends? Кем надо быть, чтобы хранить секреты от друзей? Времена настали. Все врут, как дышат. Астариан! Извините! Привет! Hello! Серьезно? Это ты будешь говорить? Он хранил эту сферу у себя в груди и решил даже не говорить друзьям? Да кто такое вообще скрывает? Алло? Привет, я проснулась, когда ты пытался съесть меня. Ну, ладно. Окей. Допустим. О боже, Гейл, что опять? Нет, пожалуйста. Давай. Что такое? Опа. А что это у нас тут? О, дайте я заскриню покрасивше как-то. Гейл, взгляд подними, пожалуйста. Типа. О, так, хорошо. Волшебник, это ведь мистер у тебя на ладони. Высоко метишь. Так, чародейка, этому божеству вы, волшебники, поклоняетесь? Это мистера, да? Да прекрати уже, ты только комаров сюда нагоняешь. Давай чародейку ответим. Oh. My, you startled me. It's miles away. Я, кажется, замечтался. Все в порядке? Just pondering what I lost. Мистера Мистера повелевала своей магией в мире. Спасение, если оно существует, дается или не дается по ее воле. И все же даже теперь я боюсь потерять умение владеть ее искусством больше, чем потерять себя и свою душу. Магия — это вся моя жизнь. Я был связан с плетением столько, сколько себя помню. Это ни с чем не сравнимо. Это как музыка, поэзия и красота, слившиеся воедино и выраженные через чувства. Для тебя это тоже так? Музыка, поэзия и я это просто думаю, только бы не взорваться. Чародейка, магия подобна музыке, тебе для игры нужны ноты, а вот я могу играть на слух. Я думаю, дикую магию отвечу, потому что она изначально вроде как с этим была. Хочешь верь, хочешь нет, такие мысли мне не чужды. Быть может, я сумел бы показать тебе, что это такое, если бы мы погрузились в плетение вместе. Мне просто... Да подожди, с радостью. Да следи за мной и повторяй. А ну давай, покажи, что ты там хочешь.
Ого, а что это такой? Он такой походкой так посмотрел, и что это такое? Так я умею управлять плетением, я вроде тоже волшебница. Все дела, ну типа, да. Now you. Я? Изи. С легкостью повторить его жест. Изи. Она так смешно это делает. Знакомое ощущение, словно тебя похвалили и приласкали. Тебе становится тепло и уютно. Excellent. Now, repeat after me. Athran Mistraril Kantrak Eo. Обязательно? Волшебник. Это несложное заклинание, просто повторять за Гейлом. О да, легкий запах розовой воды и ощущение благополучия. Ты словно смакуешь сладость плетения на кончике языка. Very good. Прекрасно. Теперь создай в своем разуме картину полной гармонии, так как ты это себе представляешь. О май гад. Напеть про себя какую-нибудь мелодию. Нет, представить себя ребенком невинным, свободным от всех горестей, представить себе первозданный райский уголок, бесконечно далекий от всех бед, забот и тревог, погрузиться в здесь и сейчас, это неожиданный, но познавательный опыт, погрузиться глубоко в свою магию, это твоя суть, это твой дом, или нащупать центр безмятежности в твоем сознании, точно как учили в академии. Давай ей по чародейку, короче. Вола сзади стоит такой. Ты видишь или просто ощущаешь ни с чем не сравнимое присутствие Мистры, владычицы тайн. Тебя охватывает странное чувство, ожидание поцелуя, сменяющееся умиротворением. Тихо, нет! Ты в полной безопасности. Ты в колыбели ладони Мистры. Удивительно. Мы с тобой погружены в плетение. Как твои ощущения? Она так странно улыбается. Прекрасно, хотя, конечно, я тоже могу это делать, когда пожелаю. А тебе трудно угодить, как я погляжу. Ну типа, Гейл, блин, я хотела поспать. Плетение соединило вас. Ты ощущаешь интимность момента. О май гад! Подожди, что? Что, блин? Что? Чудесная ночь для близости? Подожди. Я не планировала вот это, я планировала не это. Какое достойное завершение чудесного приключения. Пока. Плетение рассеивается, и ночь внезапно кажется тебе холодной, неприветливой и очень одинокой. Извините, я просто не хотела, ну, типа... Вот так всегда. Удивительно, с какой легкостью от нас ускользает то, что с таким трудом удалось заполучить. Может быть, я потом... О, как мило. Я признаюсь, это милые катсцены, все такое, но нет. Нет, я не могу, потому что у меня другое в планах. А насчет Гейла я, возможно, потом, когда буду проходить с Дашей, как раз за романтию Гейла. Возможно, в этот раз это будет иначе. На моих условиях. Всем спокойной ночи, говорю. Стой, подожди. Отмена. Отмена. Ладно, пофиг, ложимся. Что, кто-то еще собирается что-то делать? Все? Неужели ночь пройдет спокойно? Возможно. Серьезно? Че, прям вообще без ничего? Не, смотри, кто? Вола. Давай. Поговорим с Волой и на этом, наверное, закончим. Ну и чего, есть идеи, как избавить меня от паразита? Присядь, говорит. И ляг на камень.
В ходе своих изысканий я открыл один прием, совершенно блестящий, и уверен, что справлюсь. Он сидит не слишком глубоко, прямо за глазницей. Я мог бы попробовать его извлечь, у меня даже игла имеется. Ну, точно? Вола. Сколько раз ты уже проводил эту операцию? Могу заверить, что помышлял о ней тысячи и тысячи раз. Неубедительно, ну давай. Вола бережно раскрывает тебе веки и начинает неуверенно погружать иглу в глаз. Терпеть боль. Игла вошла в зазор между яблоком и глазницей. Вола хмурится и нажимает сильнее. Сжать кулаки из всех сил. Боль пронзает твое тело, когда игла задевает глазной нерв. О май гад! Игла ходит туда-сюда всякий раз, дергая нерв, как струну арфы. Вот незадача. Мне что-то мешает, нужен инструмент помощнее. Чел, ты на приколе? Это не что-то мешает, это мой глаз. Ладно, застыть как можно неподвижнее. Вола осторожно извлекает иглу у тебя из глаза. Потом, покопавшись в мешке, вытаскивает нож для колки льда. Пипец. С опаской взглянуть на инструмент, но позволить продолжить. Вола медленно подносит нож к твоему глазу. Задержать дыхание. Холодный металл прижимается к коже под самой бровью, а потом... Ну как, чувствуешь? Мне кажется, маленький мерзавец засветился. Согласен, очень подлая тварюшка. Еще совсем немного. Резким рывком Вола вырывает из твоей головы нож для льда. Твой глаз плюхается на землю. Все не одобряют, кстати. Неловко. Он на мгновение замирает, смотрит на твой глаз, утопающий в грязи, и слегка отшатывается. О, Господи! Я бы сказала, имеет место незначительный поверхностный ущерб. Ты мне глаз выколол, сука. О, боже. Ладно. Да. Прошу тебя, не напрягайся. В таком состоянии это может оказаться для тебя чересчур. Я ощущаю некоторую ответственность за случившееся и, возможно, сумею чем-то помочь. Вот, возьми. Эта реликвия намного лучше искусства желе, который у тебя там был. Примерь, подойдет по размеру? Ну, приятно было познакомиться. Я уверен, ты решишь свою мозговую проблемку так или иначе. Желательно подальше отсюда, если у тебя сердце. Безмерно сожалею. Ну, я это сделала ради этого глаза, потому что этот глаз довольно полезный, он дает видение невидимого на постоянку, абсолютно на постоянно, так же, как и милость Лавиатар, это постоянное состояние. Типа, ты можешь видеть невидимых существ, находящихся в пределах 9 метров. Ну, как бы, это очень полезно. Дайте мне посмотреть на мое лицо. Нет, да? Ну, где тут зеркало? Я хочу немножко посмотреть, как моих глаза не изменили цвет. Если да, то я поменяла немножко это. Ну, там один глаз Вола вставил, я просто не помню, какого он цвета. Синий, не зеленый. Не-а. Глаз. Он вставил мне, получается... Вот левый, да? Не, правый он вставил мне. Значит, левый я должна изменить.
Левый я сменю на что-то зелененькое. Вот на вот так вот. Это хорошо. Утвердить. Утвердить. Отлично, вообще супер. Будто ничего и не изменилось. В принципе. Что у меня по одобрению? Они там меня не одобрили. Средняя 31, средняя 31, средняя 28. Почему у Карлах такое маленькое одобрение наш? Ну, хотя ладно, да, я Dark Urge, в смысле. Давайте на этом закончим, я думаю. Спасибо вам, ребята, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.